Я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы будем с вами делать пивчики. Вот такая вот закуска к пиву. Значит, мы взяли говяжье мясо, грудинку, перекрутили 2 раза на мясорубке на мелкой кассетке. Ну, пройдем по специям. Что нужно на килограмм мяса? Нам нужно 20 грамм нитритной соли, 0,6%. Берем чистую нитритную соль, так как продукт не будет проходить термической обработки. Берем 1 грамм черного перца, значит 2 грамма на килограмм душистого перца, 0,5 грамм на килограмм белого перца. Мы берем 2 грамма на килограмм сахара и 2 грамма на килограмм чеснока. Давайте мы все это смешаем, присыпем наш фарш. Мы его предварительно охладили в морозилке, потому что наша мясорубка, когда мы 2 раза перекручивали мясо, нагрела наш фарш до 8 градусов. Сейчас наш фарш 2 градуса. И добавим немножко воды. Так как будет продукт сыровяленый, нам не нужно много воды. Вода нам нужна, чтобы специи распределились ровно по всей поверхности нашего мяса. И начинаем тщательно вымешивать до появления белых волокон. И чтобы все наши специи познакомились хорошо друг с другом и отдали свои ароматы. Вымешиваем наш фарш 8 минут с энтузиазмом. Вот мы вымесили наш фарш. Если обратите внимание на наш фарш до появления белых волокон, так вы видите, вот волокна белые на нашем фарше. Фарш готов. И появилась липкость в нашем фарше. Посмотрите, какая липкость в нашем фарше. Фарш не падает. Это фарш готов для колбасы. И, кстати, для кебаба тоже такой фарш подходит. Фарш не падает с шампура. Тем более, если он будет холодный, и шампур будет холодный. Ну вот, наше мясо готово. Посмотрите, какое мясо. Какие волокна, посмотрите, какие волокна белые в мясе. Это мясо готово для колбасы. Значит, дальше наши действия. Нам нужно фарш поставить в холодильник, ну, хотя бы до утра. Поставить до утра, чтобы он немножко отдохнул, впитал в себя все специи, чтобы наша посолочная смесь, нитритная соль, поработала хорошо с мясом и с сахаром. Мы накроем наш фарш пищевой пленкой, для того, чтобы он не заветривался и чтобы меньше было контакта с кислородом. Ну и, естественно, есть специи, чтобы не пах весь холодильник вашими специями, которые находятся в фарше. Значит, я опять напоминаю, это будут сыровяленые колбаски, кабаноси, отличная закуска к пиву. Еще раз повторяю, холодильник, температура от +2 до +4. Вот в таком вот положении мы ставим наш фарш в холодильник, желательно на 24 часа. Встретимся завтра, будем готовить. А как будем готовить? В нашей духовке я вам покажу и расскажу. До завтра. Бай. И снова здравствуйте. Наш фарш пролежал сутки в холодильнике. Достанем его и будем с ним работать. Наш фарш готов. Запах стоит обалденный. Откроем наш фарш. Посмотрите, какого он цвета. Вот такого шикарного цвета наш фарш. Ну, будем набивать наш шприц, чтобы делать наши пивчики или кабаносы. Такой шприц можно приобрести в интернете. Он дешевый.
Но можно с ним делать не только кабаносы, и сосиски, и сардельки, и колбасы. Он очень дешевый. У кого нет такого шприца, может делать при помощи кулинарного пакета с насадками. Но лучше всего вот такой простой шприц. Значит, сетка силиконовая тоже можно приобрести, жароустойчивая, можно ее приобрести тоже на просторах интернета. Она очень подходит для вяления наших колбасок. Ну, набьем наш шприц. Прежде чем набивать шприц, нужно хорошо выбить воздух из мяса. Выбиваем хорошо воздух из мяса. Формируем небольшую котлету и набиваем наш шприц. Шприц набиваем плотно, чтобы не было пузырьков воздуха. И так до конца. И обязательно нужно оставить примерно сантиметр с края, чтобы можно было закрутить наш поршень. Вот посмотрите, я набил колбасу, оставил по сантиметру с края для того, чтобы набить поршень. Вот я вкрутил. И начинаем, подводим мясо к цепке путем вращения нашего поршня, подводим мясо к цепке и выкладываем вот такие вот колбаски. Значит, мы ведем и крутим наш поршень. Непрерывно крутим и непрерывно ведем. И получаются такие красивые колбаски. Ровненькие, красивые наши колбаски. Расстояние между колбасками должно быть хотя бы полсантиметра-сантиметр, чтобы воздух, который циркулирует внутри нашей духовки, попадал везде. И так мы продолжаем вести все наши колбаски. Вот такая красота у нас, ребята, получается. Значит, еще раз, мы ведем медленно шприц, и одновременно мы подкручиваем наш поршень. И выходят колбаски. Главное здесь не спешить. С первого раза тяжело будет получаться, а потом будут они сами идти. Главное приспособиться. Ну, запах наших специй ничего, так стоит чеснок. Дает о себе знать и душистый перец. И белый даже стал попахивать. Вот так. И я думаю, еще получится. От того, как они будут затепляться, они будут приобретать бордовый цвет. Начнет работать нитритная соль. Они пока с холодильничка дадим немножко им отеплиться, отдохнуть и поставим их в духовку при температуре 50 градусов с конвекцией. И при этом нужно обязательно открыть дверки, приоткрыть двери нашей духовки, чтобы выходила лишняя влага. Наши кабаноси готовы. Мы открываем духовку. Духовка пока холодная у нас. И снизу мы ставим наши кабаноси.
Вот таким способом. Значит, нам не нужна жидкость, влажный пар в духовке нам не нужен, потому что мы дело не варим, а вялим. Значит, такой лайфхак, если у кого-то есть пробка из-под шампанского, но не пластиковая, а вот такая вот пробковое дерево, вы можете подставить ее вот здесь, чтобы не закрывалась дверь. И достаточно вот такой вот щели, чтобы выходила лишняя влага. Вот, посмотрите, вот стоит у нас пробка, вот щель, где выходит лишняя влага. И ставим духовку на 50 градусов. Ну и ждем 5 часов. Посмотрите, какая красота. Они скоро будут приобретать бордовый красивый цвет. Когда они у нас подсохнут, мы их с вами еще закоптим. Ну вот, ребята, очень важно контролировать температуру в духовке, чтобы не получить брак, а получить хороший продукт. Поэтому нужно всегда ставить градусник еще и в духовку, чтобы у нас не получились жареные колбаски. Если поднимается температура больше 50 градусов, начинает сигналить вам термометр. Тогда можно приоткрыть больше дверку нашей духовки и снизить температуру. Температура не должна быть больше 50 градусов. Вот такая красота вялится у нас в духовке. Ну, наконец, наши пивчики подсохли. Наши пивчики готовы. Посмотрите, какая красота получилась у нас. Посмотрите, какая красота. Какая игра красок. Цвет бордовый. Мы их положим для того, чтобы не остыли. Чтобы опять положим их в холодильник, чтобы все соки разошлись равномерно и жирок. А завтра утром мы их прикоптим, проветрим и будем пробовать в обед с пивом. Значит, пиво в холодильнике, кабаноси в сетке. Я знаю, что в Америке меня смотрят. Пользуясь случаем, хочу передать огромный привет и пожелать всех благ и мира. И Олечке большое спасибо. Такую роскошную доску очень пригодилась и очень к теме. Олечка, спасибо тебе. Пивчики готовы, мы их слегка подкоптили. Смотрите, какая прелесть. Какой букет у нас шикарный получился. Посмотрите, какой букет красивый. Посмотрите, какие они гибкие. Они не ломаются, потому что не вяленые. Посмотрите, какие они гибкие пивчики наши. Нальем наше пенистое с холодильничка, холодненькое. Возьмем наш пивчик. Посмотрите, какой он внутри красивый. Вяленый пивчик. Возьмем пивчик. Я коптил их на ольхе. Такой запах, вкус. Это только, если вы сами сделаете, вы попробуете. Сделайте вот по такому рецепту, и вам будет счастье. А сейчас запьем нашим пенистым. Всего доброго, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.